Здравствуйте, друзья! Спасибо за то, что вы смотрите меня, спасибо за ваши комментарии. И сегодня я хочу вас порадовать еще одним видео на тему о том, как я проращиваю семена томатов. Но хочу сразу отметить, что этот способ также пригоден и для перцев. Итак, начнем. Что нам потребуется? Непосредственно сами семена томатов или перцев, которые мы будем проращивать, стакан с водой, ватные диски, обычные ватные диски и средства дополнительные. Это марганцовка, Байкал-М, банановый настой. Но сразу хочу отметить, что вот последние перечисленные ингредиенты непосредственно на ваше усмотрение. Что еще потребуется? Контейнер пластиковый. Итак, самый первый этап – это тестирование наших семян. Потому что производители бывают разные и не всегда добросовестные. И для того, чтобы не оконфузиться, чтобы не получилось так, что мы посадим семена, а через некоторое время у нас они не прорастут, и будет время упущено, а мы знаем, что один день год кормит. Чтобы не попасть вот в такую неприятную ситуацию, предлагаю на первом этапе семена сначала тестировать на всхожесть. Это старый проверенный метод, которым пользовалась еще моя бабушка всю свою жизнь. Мы берем обычный стакан, наливаем воду где-то наполовину, воду комнатной температуры, а затем берем наши семена, опускаем их в воду, аккуратно перемешиваем и оставляем наши семена где-то на полчаса. Что нам даст этот тест? Во-первых, мы с вами определим вероятность всхожести. Те семена, которые, как вы видите, начали опадать на дно, это как раз таки те, которые принесут нам урожай, которые 100% прорастут. Те семена, которые через полчаса все-таки останутся на поверхности, они окажутся пустышками. И чтобы избежать этого недоразумения, мы, соответственно, эти пустышки через полчаса уберем и будем продолжать работу с проверенными семенами. Итак, ждем полчаса. Ну вот, прошло время, я даже вам скажу, чуть меньше прошло, около 20 минут, и в принципе уже хорошо очевиден результат. Я покажу поближе. Посмотрите, часть семян осталась на поверхности, а часть осела. Это и есть результат нашего теста. Эти осевшие семена и будут нашим посадочным материалом. Как доставать эти семена? Все очень легко и просто. Мы просто берем и сливаем воду вместе с семенами, плавающими на поверхности, а наши будущие сеянцы остаются на дне. Вот что из себя представляет этап тестирования наших семян. Следующий этап – это обработка семян. Здесь я могу вам предложить 3 проверенных эффективных способа. Первый, самый старый, это обработка марганцем, раствором марганца, соответственно. Вот я вам покажу, я заранее развела. Как вы видите, это очень слабый раствор. Вот примерно в такой вот консистенции. Этот раствор действует как антибиотик на растения для того, чтобы семена обеззаразить, чтобы они выросли крепкими. Второй вариант – обработка препаратами, биологическими препаратами. Я только работаю, например, вот Байкал-М. 5 капель этого средства разводится в стакане воды комнатной температуры и настаивается полчаса. Затем семена достаются. Либо можно обработать семена в банановом настое. Этот настой разводится 1 к 1, также наливается в стакан
и замачивается на 15 минут. Я вам покажу на примере обработки в растворе марганца. Вот наши уже заранее протестированные семена, они остались у меня на дне. Теперь мы их аккуратно помещаем в раствор марганца. Убираем наши семена на 15 минут. Затем, после выдержанного времени, мы тщательно промываем наши семена и будем работать с ними дальше. Прошло 15 минут, я слила раствор марганца и на 2 раза промыла наши семена. И приступаем к следующему этапу, к третьему, к замачиванию. Мы берем ватный диск, смачиваем его водой без усердия, чтобы с него вода не бежала, чтобы он был просто влажным. И аккуратно выкладываем, давайте поближе, и аккуратно выкладываем наши семена на ватный диск. Разравниваем аккуратно. Друзья, если вам что-то непонятно в видео, оставляйте, пишите свои комментарии. Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Если вы хотите, я могу дополнительно снять видео, потому что, как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. По себе знаю. Мне гораздо удобнее воспринимать информацию визуально, чем на слух. Итак, вот посмотрите, я разложила семена томата. У меня их много, не обращайте внимания. Дело в том, что это мои собственные семена, которые я заготовила с осени, поэтому их так много. Вот, мы их аккуратно выложили. Теперь берем второй ватный диск. Также смачиваем без фанатизма. Главное, чтобы он был просто влажным. Ватным диском. Не заливаем, друзья. Почему? Потому что семенам тоже нужно дышать. И если вы очень сильно смочите ватный диск, то тогда не будет доступа кислорода, и семена могут просто задохнуться. Диск должен быть влажным, вода не должна с него бежать. И накладываем. Не забываем подписать. Вот я заранее подписала. Подписываем карандашом, потому что даже после того, как намокнет надпись, на ней будет конденсат, она не размочится, не сотрется. И убираем в пластиковый контейнер. В любой. Вот таким вот образом я сделаю все свои виды, которые запланировала посадить в этом сезоне. Вот что из себя представляет этот простой, проверенный и эффективный способ, который обеспечит вам 100% схожесть ваших будущих томатов. Повторюсь, этот способ также можно использовать и для перца. Затем мы с вами накрываем и убираем наши семена для прорастания в теплое темное место, но не на батарею, друзья. Вы можете убрать на шкаф, на антресоль, на холодильник, если у вас в кухне тепло, и проверяйте рассаду каждый день. По необходимости, если нужно, спрысните немножко пульверизатором диск, если он подсыхает. Обычно в закрытом контейнере влаги достаточно изначально той, что вы сбрызнули в самом начале диски. Проверяйте каждый день
И прошу вас, не переращивайте свои семена, потому что их тяжело доставать потом будет из ватного диска, и вы можете при пересадке в грунт просто повредить корневую систему. И вы уже заранее запрограммируете свою рассаду, своего будущего питомца на плохой рост. Давайте посмотрим на результат, который получится у нас через несколько дней. Это семена перцев, которые я точно таким же образом замочила и прорастила. Давайте я открою контейнер, и мы посмотрим. Вот влажный диск, мы его убираем, и посмотрите, что мы с вами видим. Вы видите, очень хорошо проросли семена. Более того, я вам скажу, что я даже немного их упустила. Семена нужно проверять каждый день. Но вот вчера я работала, мне было абсолютно некогда. И вот желательно до такого состояния, конечно же, семена не доводить. Они очень глубоко своими корнями уходят в ватный диск. Их потом будет очень трудно достать. Вот желательно вот до такого уровня, обратите внимание, не переращивать. Видите, он в ватный диск ушел. Желательно вот на таком уровне. Как только появился корешочек, вот вы можете видеть, да, посмотрите, семечко. Как только появился вот такой вот маленький хороший корешочек, все, мы сразу его пересаживаем в нашу тару, которая у вас предусмотрена. Это или торфяная таблетка, или рассадный горшок. Вот такой способ я использую. Повторюсь, это проверенный способ, очень старый, эффективный. Сама им пользуюсь, мне очень нравится и вам советую. Дальше, когда у меня по этому же принципу прорастут семена моих томатов, я покажу, как уже пророщенные эти семена я высаживаю дальше. Будет в следующем видео. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, эта информация для вас была полезна. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вам что-то было непонятно, не стесняйтесь, пишите. Я всегда отвечу на ваши вопросы. А если вы хотите, то я могу даже дополнительно еще и отснять видео. Потому что по себе знаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Еще раз спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всегда рада вам, вашим комментариям. До новых встреч!